Эй, мужики! Давненько мы с вами не прикасались к пышным формам всеми любимой и родной серии игр по Star Wars. Последнего ролика по ЗВ прошло уже почти 3 года, и во многом благодаря вашим просьбам мы снова здесь. И сегодня с превеликим задоволением представляю вам Star Wars The Old Republic. Для начала всех приветствую. Рад видеть вас после долгого отсутствия. Эпоха Старой Республики — это, на мой взгляд, один из самых интересных периодов во вселенной Звездных войн. И это вам не заезженная до дыр история про повстанцев и империю, которую, если честно, уже пихают куда только можно, вытягивая труп из гроба. Особенно стараниями Диснея. Поэтому нам остается наслаждаться теми эпохами, до которых пока еще не дотянулись их грязные ручонки. И вот именно за это я обожаю Старую Республику. Эпоху, которая формировалась еще во времена, когда у руля стоял сам Джордж Лукас с четким пониманием того, каким должен быть этот мир. Это не просто фон для приключений, это огромный пласт истории, где каждая война, каждое падение и каждый выбор имеют вес и вас. Легенды времен столетней тьмы ситхов, когда сама природа темной стороны выходила из-под контроля. А восстание ревашистов, когда джедаи впервые начали задаваться вопросом, а так ушли правильный их путь. И, конечно же, о становлении одной из самых знаковых фигур во вселенной. Дарт Реван. Герой, предатель, спаситель, угроза, человек, который буквально прошел обе стороны силы и показал, насколько условна эта граница. А затем Великая Галактическая война, где уже не было места иллюзиям, где сталкивались не просто армии, а идеологии, вера и сама суть силы. Именно такие моменты делают Старую Республику живой, глубокой и, черт возьми, намного интереснее, чем все это, что мы привыкли видеть на поверхности. Здесь нет четкой границы между светом и тьмой, здесь добро далеко не всегда добро. А злодеи, скажем так, иногда попадают гораздо лучше штурмовиков. Сегодня мы с вами, дорогие близкие по духу мужики, отправимся в небольшое, но очень теплое путешествие. Пройдемся по сюжету одной из самых атмосферных MMORPG во вселенной Star Wars, а это Star Wars The Old Republic. Разберем, как создавалась эта игра, поговорим о предыстории самой вселенной и, конечно же, погрузимся в одну из самых мощных сюжетных линий. Историю становления Длани Императора, пути ситха-мародера и судьбы Кэтрин, той самой, что начала свой путь на Корибане простым акалитом, и становление ее лордом ситхов. Слушай, перед тем, как мы нырнем во все это безумие, быстро, без лишних слов, если тебе заходят такие разборы и сюжетки, прожми лайк, подпишись на канал и обязательно напиши что-нибудь в комментариях. Серьезно, даже простое «жду продолжения» уже бустит ролик так, что ситхи одобряют. А значит, 150 лайкосов и крепкая поддержка от вас позволит мне сконцентрироваться на продолжении и заценим с вами DLC. Поэтому устраивайтесь поудобнее, пододвиньтесь ближе к экрану, хватайте свои любимые снеки и добро пожаловать в далекую-далекую галактику. Я искал тебя, учитель. Скажи мне почему? Почему он это сделал? Почему он сменил аватарку канала? Почему он больше не с нами? Ты все еще ищешь ответы, но не готов услышать правду. Я готов, я должен знать. Он сделал выбор, и теперь он уже не тот, кем был раньше. Тогда мы найдем его и заставим ответить. Наше время придет, и он познает боль могучего Дарта Богдана. BioWare.
ребята, которые уже не первый раз залетают ко мне на канал. И вы это прекрасно знаете, ведь не просто так мы к ним снова возвращаемся, верно? Это команда, которая в свое время просто разнесла жанр RPG в клочья. Mass Effect, Dragon Age, а еще раньше легендарная Star Wars Knights of the Old Republic. Это мастера своего дела. Думаю, многие из вас хотя бы что-то из этого играли, а если нет, то можете глянуть прохождение Радужных Стражей у меня на канале. Не самое лучшее ваше знакомство с BioWare, но будет интересно. Короче, кредит доверия максимальный. И вот тут на сцену выходит Electronic Arts и говорит: а сделайте-ка вы нам ММО по Star Wars. Такую, чтобы деньги текли рекой. Задача? Ну, вы сами понимаете, звучит уже как приговор. И что делает BioWare? Правильно, они не изобретают велосипед. Берут формулу World of Warcraft, накидывают сверху светлые мечи, моральный выбор, диалоги и щепотку, скажем так. Половые отношения. И на бумаге это выглядит как: да это же Титаник, что может случиться? Но вы же понимаете, когда все звучит слишком хорошо, где-то точно есть подвох. И вот тут начинается самое интересненькое. Потому что Star Wars The Old Republic это не просто еще одна ММО. Это был первый опыт BioWare в этом жанре. И вторая попытка оживить ММО во вселенной ЗВ после Star Wars Galaxies. Кто, кстати, играл в Galaxies, напишите, интересно, так как я не застал сей шедевр. Но амбиции, они были просто космические. BioWare долго ждали тот самый момент, правильную команду, правильных партнеров и идеальную вселенную. И когда все сошлось, они пошли ва-банк. Сделали ставку не на гринд, а на сюжет. Причем не абы какой, а с отдельными историями для каждого класса. В какой-то момент они даже заявили, что в игре будет больше сюжетного контента, чем во всех их предыдущих играх вместе взятых. И это не просто слова. 12 сценаристов, 1000 актеров, 1000 озвученных персонажей. Дальше больше. 2009 год, трейлер Disable на E3 2009 года, и интернет просто взрывается. Сайт падает от наплыва желающих попасть на закрытый тест. Потом Hope, потом Return. Каждый трейлер как огонь к фейерверку. И все это выливается в релиз 20 декабря 2011 года с бюджетом около, послушайте внимательно, $200 миллионов, 800 человек разработки и 1000 персонажей. Это уже не просто игра, это была попытка сделать самую дорогую и самую сюжетную MMORPG в истории. И вот теперь главный вопрос. Думаете, они справились или переоценили свои силы? И да, в конце ролика мы обязательно разберем, какой гениальный ход провернула Electronic Arts и почему в итоге игру передали Broadsword Online Games. Спойлер, там есть чего пригореть. Но давайте честно, мы здесь не ради цифр, отчетов и вот этих вот эффективных решений сверху. Это добро и в реальной жизни хватает. Мы здесь ради истории, ради того самого вайба, за который мы когда-то полюбили Star Wars. И The Old Republic как раз про это. События игры разворачиваются спустя 300 лет после первых рыцарей республики. И давайте по-честному, в это же время что-то было. И да, вы чертовски правы. После событий Star Wars Knights of the Old Republic Реван не остался тунеядцем. Он чувствовал, где-то в неизведанных регионах есть угроза куда серьезнее. Так называемые истинные ситхи. И он отправился туда в одиночку. Но все пошло не по плану. Его предал Скотч, и Реван оказался в плену императора Вишета на планете Дормункас. Прошло несколько лет, и тут в историю возвращается Митра Сурик из Star Wars Knights of the Old Republic 2 The Sith Lords. Она отправляется искать Ревана и находит. Вместе со Скоджем они решают убить императора. Звучит безумно, и так оно и есть. Самый важный момент. Скотч понимает, что план обречен, и снова предает. Митра погибает. Ревана не убивают, его запирают в стазис в тюрьме Мальстрёма, и начинается самое жесткое. 300 лет император пытается сломать Ревана, но Реван держится. Более того, он сам влияет на императора через силу, внушая страх и сомнения. Из-за этого империя не нападает раньше. Фактически, Реван в одиночку выигрывает для республики 300 лет мира. Параллельно в галактике почти исчезает Орден Джедаев, но его собирают заново бывшие спутники Митры. Они восстанавливают храм на Крусанте и начинают обучать новых джедаев. Орден снова становится сильным, но более строгим и осторожным. Также джедаи находят Айтон, свою древнюю родину, и делают ее запасной базой. А республика? Сначала все хорошо. Нет войны, есть рост и процветание. Но со временем начинается застой. Коррупция, слабая армия, расслабленная политика. А еще бургеры с крылышками KFC не завезли. Короче, тухлячок. И пока республика спит, ситхи не теряют времени. Они тайно восстанавливают империю на Дормункасе, копят силы и готовят удар. И спустя примерно 300 лет они атакуют.
Начинается Великая Галактическая война, и заканчивается она плохо для Республики. Подписывается самый унизительный мир на Корусанте. В этом период разворачивается история Кэтерин, прибывшей на Карибан, планету, где воздух пропитан страхом, а ошибки обычно заканчиваются очень быстро. Ее привезли сюда раньше срока, по всем правилам Кэтерин должна была еще тренироваться на Зиус, но наставники почувствовали в ней слишком большой потенциал. А в Академии ситхов это звучит не как комплимент, а как приговор. Проверим, выживет ли. Ее встретил Тремел, глава Академии, спокойный, расчетливый и явно играющий свою роль. Он стал ее наставником и сразу дал понять, здесь нет друзей, нет союзников, только те, кто еще не успел тебя убить. Испытание началось сразу. Кэтерин пришлось искать древний клинок, пробираться через гробницы и сражаясь с тварями, которые выглядели так, будто даже сама темная сторона от них устала. Гробница Марка Рагнаса ее ждал особенный теплый прием. Существо, которое явно не собиралось уступать дорогу просто потому, что у нее важный экзамен. Так, стояночка, а чего это мы боевочку пропустили, Вадимон? Я не думал, что вы спросите, но почему бы и нет. Когда ты только получаешь под управление созданного тобой персонажа, игра почти сразу пытается тебя обмануть. Нет. В хорошем смысле. Она показывает тебе красивую картинку, полностью озвученные диалоги, кинематографичные сцены, выбор, которые вроде бы имеют значение. И ты ловишь себя на мысли, что перед тобой не просто ММО, а почти одиночный RPG, только с живыми игроками вокруг. И какое-то время эта иллюзия работает. Ты втягиваешься, следишь за историей, начинаешь верить персонажам. Но постепенно, шаг за шагом, игра начинает приоткрываться, как все устроено на самом деле. И первое, что тебя начинает душить, это боевая система. Сначала она кажется динамичным. Ты машешь световым мечом, способности красиво вспыхивают, враги реагируют на удары. Все выглядит живо, но проходит несколько часов, и ты начинаешь замечать закономерность. Ты не сражаешься, ты выбираешь цель и прожимаешь способности по очереди. Не потому что так хочется, а потому что наверное, так правильно. Нет ощущения, что ты увернулся в последний момент или переиграл противника. Все решают цифры, кулдауны и порядок кнопок. И давайте будем честны, в какой-то момент магия просто улетучивается, оставляя за собой простую правду. Бой — это не поединок, а системка, в которой ты просто нажимаешь нужные клавиши и в нужное время. И вроде бы ладно, можно сказать себе, зато тут сильный сюжет. И это правда. История, диалоги, персонажи, все это идеально на уровне, который редко встретишь в ММО. И тут реально чувствуется вот рука мастера. Это действительно затаскивает тебя в историю, и ты хочешь узнать, что будет дальше. Но каждый раз, когда игра разгоняется и начинает захватывать, она сама же ставит тебе подножку. Потому что, чтобы увидеть продолжение, тебе снова нужно выйти и сделать то, что ты уже делал десятки раз. Зачистить врагов, собрать предметы, побежать из точки А в точку Б. И чем дальше ты играешь, тем сильнее это ощущается. Не как часть приключений, а как пауза между интересными моментами. В какой-то момент возникает даже такого чувства, ты играешь ради истории, но сама игра постоянно тебя от нее отвлекает. Прокачка, сначала пытается загладить это ощущение. Ты становишься сильнее, открываешь новые способности и видишь, как персонаж развивается. И это работает какое-то время. Но потом приходит понимание, что многие новые умения это лишь вариация старых. Чуть другие цифры, чуть другие эффекты, но не принципиально новый опыт. А выбор, который тебе дают в развитии персонажа, постепенно начинает выглядеть не как свобода, а как иллюзия. Потому что за красивым вариантом почти всегда скрывается один очевидный правильный путь, а все остальное просто менее эффективное решение. И ты уже не экспериментируешь, а подстраиваешься. Так как сложно разбираться в билдостроении, может и делай во мне, что я не понял как и что. Поэтому жду вас, шарящих, пояснить старперу что да как. Обязательно прочту. Вернемся. Но испытания не ограничиваются лишь силой. В какой-то момент Кэтерин заставили выступить судьей в деле заключенных Академии. На первый взгляд странная задача, но только на первый. Очень быстро стало ясно, здесь важно не найти справедливость, а показать, что ты способен принимать решения без колебаний. Даже если за этим решением стоит чья-то смерть. Кэтерин справилась. И именно тогда на нее обратил внимание сам Дарт Баррес. Он вызвал ее к себе без лишних объяснений. Осмотрел внимательно, почти холодно, и сначала выразил недовольство ее подготовки под руководством Тремела. Но за этим недовольством скрывалось другое – интерес. Баррес увидел в ней не просто ученика, а ресурс, потенциал, который можно направить или сломать. Стоп, а кто такой вообще Дарт Баррес? И хорошенький вопрос, мужики. Если совсем по-простому, на первый взгляд вроде не самая значимая фигура. Где-то там участвовал в подписании
подписания мирного договора, что-то мутил с джедаем по имени Сатель Шан. Даже копался в теме с Реваном, мол, не связана ли она с ним. Ну и конечно, классика жанра, пытался склонить ее на темную сторону. Условно говоря, переходи к нам, у нас тут пивчанские кирешки со вкусом ветчины и сыра. Сатель, правда, такой оффер не оценила и культурно отказалась. Короче, типичный ситх, интриги, разговоры там и темные планы. И вроде бы на этом все. Рядом с ним стоял Вемрин, еще один претендент. С самого появления Кэтрин он воспринимал ее как угрозу, и это было взаимно. Даже если слова не произносили вслух, на Корибане не нужно открытые конфликты, чтобы понимать, рано или поздно останется только один. И Баррас ускорил этот момент. Он дал Кэтрин задание убить Тремола. Без объяснений, без оправданий, просто приказ, который нельзя оспорить. Кэтрин знала скрытый заговор ситхов. Она не понимала столь глупых вещей. Тремол был слаб для могущества Барраса. Или, может, все не так просто. Она не выполнила то, что от нее требовалось. В этот момент она окончательно приступила ту грань, за которую ученик становится чем-то другим, чем-то более опасным для учителя. Вернувшись, она уже не принадлежала Тремолу. Теперь ее путь определял Баррас. Последнее испытание стало решающим. Гробница Наги Саду. Место, где хранился древний световой меч. Именно его нужно было добыть, чтобы получить титул ситха. В помощь Кэтрин дали Вет Твилику, хорошо знающую лабиринты гробницы. На фоне мрачного Корибана ее легкость и сарказм казались чем-то чужеродным, но именно это делало ее полезной. Она видела то, что другие игнорировали. Вет становится для вас первым спутником по вашему головокружительному приключению. Спутники сначала кажутся спасением, живой напарник, который участвует в диалогах, поддерживает в бою, добавляет атмосферы. И действительно, они делают мир более живым. Но если смотреть с точки зрения механики, все становится менее однозначным. С компаньонами многие бои превращаются в легкую прогулку, где ты почти не чувствуешь угрозы. Без него, наоборот, игра резко становится сложнее и местами даже душной. К этому всему добавляется не самый стабильный искусственный интеллект. Иногда напарники идеально выполняют свою роль, а иногда ведут себя так, будто, впервые оказались в бою. В итоге ты начинаешь воспринимать его не как полноценного союзника, а как инструмент, своего рода такой приколдес, который работает, когда захочет. Гробница встретила их тишиной и опасностью, спрятанные в каждом шаге. Но главным препятствием оказался не древний механизм и ловушки, а Вемрин. Он не собирался делить победу. Для него это был единственный шанс доказать свое превосходство, и он не собирался его упускать. Схватка была неизбежна. Без зрителей, без правил, без второго шанса. Когда все закончилось, в гробнице остался только один победитель. Кэтрин. С клинком в руках она покинула это место, оставив позади не только Вемрина, но и все, что связывало ее с прошлым. Вернувшись к Баррусу, она получила то, к чему шла с самого начала. Титул ситха. Но вместо с ним и новую реальность. Вместе с Вет она покинула Корибан и отправилась на Дормун-Касл, самое сердце империи, где сила изменяется не только мощью, но и влиянием. И именно там началась ее настоящая служба. Первое задание казалось почти формальностью: доставить заключенного, замороженного в карбоните. Но даже такие вот задачки в империи редко бывают простыми. Но за ними всегда скрываются более глубокие цели. Кэтрин быстро оказалась втянута в подавление восстаний, столкновение с другими ситхами и участие в допросах. Она начала понимать, что сила — это не только способность побеждать в бою, это умение уломать волю, управлять страхом и использовать других как инструмент. Пока она выполняет вот эти вот приказы, Дарт Баррас занимается допросом пленного шпиона республики. И перед самой смертью тот раскрывает важную информацию. Где-то в галактике скрывается одаренный подаванчик, ученик Номена Кара, давнего врага Барраса. Эта информация меняет много. Чтобы скрыть свои планы и замести следы, Баррас отдал новый приказ. Холодный, расчетливый и вполне в его духе Питера Гриффина. Не знаю почему, но мне его напоминает. Кэтрин должна отправиться на Балмору и Nar-Shaddaa и устранить даже тех, кто когда-то работал на него. Потому что в Империи доверие слабость, а слабость не прощают. Получив собственный корабль, Кэтрин покидает Дормун-Касл, и когда гиперпространство поглощает звезды, за иллюминатором становится ясно одно: Корибан был лишь началом, а все, что ждет впереди, будет куда опасней. Планеты. Тут игра снова делает все правильно, визуально. Локации красивые, разные, у каждого есть свой характер, все они знакомы для фаната. Татуин, Ход, Корибан. Но чем дальше ты находишься в этом мире, тем яснее понимаешь, что за этой красотой нет такого многого содержания. Мир никак не реагирует на тебя, не подкидывает неожиданные ситуации, не поощряет за любопытство. Ты не исследуешь его в полном смысле этого слова. Ты просто перемещаешься между заданиями, как по заранее проложенному маршруту. И в какой-то момент ловишь себя на мысли, что галактика здесь — это не пространство для открытий, а фон для выполнения задач.
Да, первая остановка стала Балмора. Планета, где война давно перестала быть событием и стала фоном для жизни. Здесь все было пропитано напряжением. Улицы, заводы, люди. Даже воздух казался тяжелым. Именно здесь Кэтрин встретила малого Куина, офицера разведки, который отличался от большинства тем, что не пытался казаться сильнее, чем он есть. Он просто был эффективным. Холодный, точный, лишенный лишних эмоций. Но он сразу показался ей полезным. Их цель выглядела парадоксально. Генерал сопротивления командир Райлон, враг империи, и одновременно агент Барреса. Человек, который слишком долго играл в двойную игру, он стал опасен уже не врагам, а своим. А в империи за это не награждают. Но прежде чем добраться до него, нужно было освободить его сына. Не из-за страданий, а из расчета. Сын был рычагом, инструментом давления. Кэтрин пошла через охрану, разорвала строй республиканских солдат, словно это было лишь препятствие на пути, а не люди. Все происходило быстро и без лишних эмоций. Когда она добралась до цели, стало ясно, спасение лишь часть плана. Когда путь к Райлону был открыт, все закончилось так же быстро, без громких слов, без колебаний. Агент, который когда-то служил Барресу, стал очередной закрытой страницей. Но Балмора не отпустила ее так просто. На планете появился джедай Номина Кара. Она собиралась раскрыть карты моего учителя, сообщая все советы джедаю. Кэтрин втянула ее в схватку. Это был короткий и решающий. Она вышла победителем, но в этой победе была и другая деталь. Куин заранее перекрыл все пути для передачи информации. Сигнал не ушел. Правда, осталась в тени. И за это он получил награду, повышение, новую роль и место рядом с Кэтрин. С этого момента он стал частью ее команды, не просто помощником, а человеком, на которого можно рассчитывать. Насколько вообще можно было рассчитывать на кого-то в империи? Игрушка молодого ситха для получения грязных и порочных эмоций, что не хватало. Вестнику темной стороны. Следующая точка – Nar-Shaddaa. Мир неона и теней, где сделка заключается быстрее, чем звучат угрозы. Здесь все было иначе. Цель больше не была беззащитной. Один из агентов Барреса оказался под покровителем лорда ситхов, лорда Ротари, нового, амбициозного и желающего доказать свою значимость. Кэтрин действовала осторожно, но прямолинейно. Она нашла их обоих, и как это часто бывает, разговор быстро уступил место силы. Ротари оказался не готов к тому, с чем столкнулся. Его поражение было очевидным еще до конца боя, но финал оказался неожиданным даже по меркам империи. Осознав свое положение, он сам убил агента, которого должен был защищать, а затем Кэтрин поняла, что такие как он сыграют свою роль. «Я делаю тебя своим прислужником, который будет призван на службу, когда сочту нужным. Да, я буду терпеливо ждать твоего зова». Теперь ее целью стал не агент, а человек. След привел ее на Татуин. Мир, где выживают только те, кто был рожден пустыней. Пески, жара и пустота скрывали того, кого искал Баррес. Мастера джедая Эонлаха. Опытного, уравновешенного и, как оказалось, крайне опасного. Он обучал падавана, обладающего редким даром, видеть истинную природу людей. Различать свет и тьму без иллюзий. Для империи такой дар был угрозой. Кэтрин нашла их вместе, учителя и ученика. Между ними не было страха, только решимость. Сражение было тяжелым, и Эонлах не был обычным противником, а падаван сражался не ради победы, а ради защиты. Но этого оказалось недостаточно. Когда бой закончился, истина начала раскрываться. Падаван отчаянно пытался спасти учителя, выдал имя Джейса Уилсон. Но Эонлах успел вмешаться. Последним усилием он стер воспоминания ученика, лишив Кэтрин возможности узнать больше. Однако этого было достаточно. След привел ее на Альдеран, мир благородных домов и скрытых интриг. Здесь все решалось не только силой, но и влиянием. План Барреса изменился. Теперь нужно было не просто найти Джейсу, нужно было сломить ее. Кэтрин действовала методично. Она разрушала все, что могло дать Джейсе опору, связи, союзники, прошлое. Через герцога Кенда она вышла на дом Органа, столкнулась с генералом Гессел Органа и шаг за шагом подводила Джейсу к грани. Последним шагом стало предложение ее родителям примкнуть к темной стороне, к империи и перестать быть рабами республики. И это сработало. Джейса начала терять контроль. Ее уверенность трещала, ее вера слабела. В какой-то момент она сама вышла на связь с Кэтрин. Не как противник, а как человек, который больше не понимал, где правда. Они договорились о встрече, но в эту игру вмешался злой Номин Кар. Он устроил засаду, надеясь остановить то, что уже вышло из-под контроля. Схватка была хаотичной, жестокой и решающей. Когда все закончилось, стало ясно, прежнего порядка больше нет. Джейса осталась одна, без наставника, без опоры,
без ответа. Именно в этот момент Кэтрин сделала свой выбор. Она не уничтожила ее, она подошла иначе. Не силой, а давлением, словами понимая слабости. И предложила выход не как враг, а как тот, кто уже прошел этот путь. Джейса сломалась или изменилась. В зависимости от того, как на это смотреть. Когда Дарт Баррес узнал о случившемся, он был крайне удивлен. Но результат говорит сам за себя. Кэтрин не просто выполнила задание, она превратила угрозу в ресурс. И за это получила новое звание — Лорд Ситхов. Но важно было другое. С этого момента она перестала быть просто исполнителем. Она стала значимой фигурой, той, что могла действовать. И, возможно, в будущем угрозой даже для тех, кто когда-то дал ей силу. После короткой передышки Дарт Баррес снова призвал к себе Кэтрин. На этот раз ее планы стояли яснее. Речь шла уже не о заданиях, а о стратегии. Кэтрин отправилась на Nar-Shaddaa, где генерал республики Крайстен Гон тайно встречался с предателем империи. Она нашла его быстро. Короткая встреча, и все было кончено. С его смертью начался нулевой план. 6 целей, 6 ударов по республике. Первый привел ее на Тарис. Там ее направлял лейтенант Пирс, спокойный и точный. Он стал ее голосом из тени. Вместе по одному устранили членов военного совета республики. Без шума, без лишних потерь. Только результат. Республика начала терять контроль. Следующая цель — Кееш. Здесь все прошло иначе. Адмирал Монк, загнанный в угол, признался, что был агентом Барреса. На мгновение даже Кэтрин замерла, но приказ остался приказом. Она завершила дело, не задавая вопросов. Последний след привел ее на ход. Ледяной мир, где скрывается мастер-джедай Ксерендер. Он пытался пробудить древнего мастера Вилет, того, кто когда-то победил Барреса. Союз с Диким Брумарком был вынужденным, но эффективным. Вместе они добрались до цели. Сражение было тяжелым, но недолгим. Пока они махаются, хочу вам рассказать про сложность. Для человека, игравшего в Dark Souls и Kingdom Come, для примера, и даже во многом повидавшие сложные проекты, кстати, вы можете вспомнить, как мы с вами проходили игры на самых сложных уровнях. И в данном случае сложность в игре ведет себя очень странно. Обычные враги умирают слишком быстро и не требуют никакого напряжения. Потом внезапненько появляется противник, который вроде уже должен заставить тебя собраться. А затем снова все упрощается. Эти скачки не дают почувствовать главный рост мастерства. Ты не становишься лучше шаг за шагом. Ты просто каждый раз подстраиваешься под очередной уровень сопротивления, который игра решила тебе выдать. Так как в каждой локации есть свой потолок уровня, что игра выставляет тебе как игроку. Так сказать, апскейл. И не забываем, что это ММО, которое имеет свои условности. Потому что да, по лору ты тут гроза галактики, сам темный лорд ситхов. И по факту только что бегал, блядь, по полю и бил 12 одинаковых дроидов ради очень-очень важной такой вот прям миссии. Классика жанра. В таких играх это нормально. Квесты, принеси, подай, уничтожь. И если на это слишком сильно заострять внимание, можно так случайно себе испортить все погружение. Оба джедая пали. Нулевой план завершился. Вернувшись на Дорман-Кас, Кэтрин услышала правду. Все это было не только ради войны, это было ради власти. Дарт Баррес стремился занять место в Темном Совете. Его последняя преграда — Дарт Венжен. Приказ был прост. Кэтрин освобождает Лорда Драга и вместе находит Венжена. И бой оказался коротким. Учитель падает от инструмента своего ученика Дарта Барреса. И в этот момент все становится на свои места. Баррес получает власть, к которой стремился. После восхождения в Темный Совет Дарт Баррес не стал тянуть кота за яйца. Сразу отправил своего ученика Кэтрина Кееш. Задача простая на словах: сорвать планы республики и спасти имперские разработки. Но Кэтрин быстро наводит порядок. Силы республики падают одна за другой. Ну и вроде бы ура, победа. Но как вдруг... Surprise, motherfucker. На связь выходит Драк. Сначала поздравляет, а потом почти между делом сообщает: а детонатор-то не тот, настоящий у меня. И да, приказ убить Кэтрин отдал сам Баррес. Неловкая пауза, очень неловкая, и Кэтрин даже не успевает толком ответить, как происходит бадабум. Где-то на грани сознания голоса. Две темные фигуры обсуждают ее, будто проверяют, та ли самая, и, видимо, решают. Да, сдюжит. Кэтрин приходит в себя уже на имперском аванпосте, где ее встречают слуги императора, Десница. И тут начинается совсем другой виток сюжета. Император лично выбирает ее своим гневом, палачом, карающей рукой, а заодно открывается правда. Баррес, пробивший совет, объявил себя голосом императора, и почти все в это поверили. Почти. Один Дарт Ваурон нет.
значит его нужно защитить, а Бароса аккуратненько, но методично лишить опоры. И не нарушая традиции Старкиллера, натягиваем похожий каноничный костюм ситха-убийцы. Я думаю, вы, кстати, заметили, как я менял образы согласно канонам Star Wars The Force Unleashed, где главный герой постоянно менял наряды под каждый биом. За отсылочку жду от вас лайкосик. Первая остановочка. Белсавис. Тюрьма, где сидит сестра Бароса Дарт Экош. Кэтрин выслеживает людей Бароса. Сталкиваться с джедаем? Да, временный союз, не удивляйтесь. И вместе с ним пробиваются к теле. В итоге Экош мертва. Спасательная операция сорвана, а у Бароса начинает подгорать, причем сильно. Дальше ход, мороз, ледяные пустоши и очередной план Бароса. Отправить элитный батальон в никуда, чтобы подставить Ваурона. Кэтрин убеждает солдат сменить направление. Конечно, максимально убедительно. Даже на вылете появляется Драк. Опять. Видимо, у него абонемент на пиздюлину. Бой выходит жесткий, но короткий. Кэтрин скидывает его огонь. Теперь времени почти нет. Бара знает, что она жива. Следующий шаг — ВОЗ. Там пропал настоящий голос императора. И если Барос доберется до него первым, все закончится плохо. Кэтрин собирает древний амулет, находит путь в темное сердце и встречает сам голос в теле Воса. Император Вишейд, который говорит через него и приказывает уничтожить это тело. Приказ есть приказ. Бой, и голос падает. Император доволен и даже очень. Напоследок предупреждает, кто-то из своих предаст. И ведь, сука, не соврал. Перед вылетом на Карелию Маловая Куин заманивает Кэтрин в ловушку, и признание простое. Он всегда служил Баросу. После всех отношений и игр в любовь Кэтрин ждут дроиды, засада и драматическая сцена, которая заканчивается тем, что Кэтрин разбирает все это за пару минут. Куина ждет смерть, но получает он второй шанс. Иногда страх работает лучше казни. Карелия встречает войну и хаос. Барос уже начал действовать. На Ваурона отправлены убийцы. Кэтрин успевает убирать двоих, но третий почти добирается до цели. Приходится буквально врываться к Ваурону, отбиваться от его же охраны и в последний момент спасти его от удара. Теперь он работает с нами. План простой. Выбить у Бароса его главный козырь. Сущность. Древнее создание, которое он использовал годами. Без нее он просто, сосунок. Они находят ее, и, конечно, появляется Драк. Да, снова. И уже с киберапгрейдами. И как будто это финальный босс DLC из Киберпанка. Но итог тот же. На этот раз окончательный. Сущность освобождена. Планы Бароса рушатся. Остается финал. Карибан. Темный совет. Барос все еще уверенно врет, что он голос императора. И тут появляется Кэтрин. Надеюсь, это был Дарт Ваурон, прошедший через эти двери. Спокойно спросил Дарт Барос, даже не оборачиваясь. «Не притворяйся, что ты ожидал его, Барос», — холодно ответила Кэтрин, делая шаг вперед. «Я гнев императора и избранная самим Верховным. Я знаю его волю». Ее голос стал жестче. «И ты не глаз». Смех, сомнения. Но совет решает просто. Дуэль. Бой выходит тяжелый. Барос давит, провоцирует, но шаг за шагом теряет контроль. И в итоге падает окончательно. Теперь уже никто не сомневается. Барос самозванец, Кэтрин истинный гнев. И впервые за все время в зале Темного Совета становится тихо. Тут мы плавно подходим к еще одной важной теме. Подписочка. Конечно, важная тема подписочки на мой канал, было бы вообще здорово, все было прям супер-пупер, но подписочка на игру. Потому что Star Wars The Old Republic игра вроде как бесплатная, но только вроде как. На старте тебе дают доступ к сюжету, можно спокойно играть, кайфовать и ощущать себя тем самым избранным ситхом или героем республики. Но чем дальше заходишь, тем чаще игра начинает аккуратненько так намекать, а может ты все-таки заплатишь? Ограничения появляются постепенно, где-то режут количество кредитов, где-то ограничивают экипировку, где-то доступ к контенту. И в какой-то момент ловишь себя на мысли, что играешь, не в полноценную версию, а в такую очень качественную демку с отличным сюжетом. С подпиской все, прям, конечно, кардинально меняется. Открываются дополнения, исчезают ограничения, и игра начинает ощущаться так, как ее задумывали, без постоянных стопов и мелких раздражающих рамок. Но тут возникает главный вопрос: а стоит ли? С одной стороны, да. Если ты реально залип в сюжет, если тебе зашла атмосфера и хочется пройти все от и до,
подписка ощущается как логичное продолжение. А вот уже с другой стороны есть чувство, что тебя к этому аккуратно подталкивают. Не давят напрямую, но создают легкий дискомфорт, чтобы решение заплатить пришло само собой. И вот это уже немного спорный момент, потому что игра отличная, история сильная, но монетизация иногда ощущается как тот самый напарник, который тихо шепчет: ну давай, ты же хочешь, чтобы было удобнее. И тут уже включается личный опыт. Я в Свитере с 2016 года играл с набегами, заходил, пропадал, потом снова возвращался. И за все это время оформлял подписку всего 2 раза. Первый еще давным-давно, когда проходил сюжет за джедая. Тогда хотелось просто получить полный опыт без ограничений и спокойно пройти историю. Второй раз это уже прям вот сейчас, когда я вернулся в игру и решив заценить самую крутую сюжетку ситха. Поскольку джедаи это мастера духоты, запомните. И вот что интересно. После этого у меня остался статус бывшего подписчика. И это на самом деле довольно приятная штука. Частично открытые DLC, меньше ограничений и плюс небольшой бонус. Картель коины, которые со временем накапливаются. Мелочь, а приятно, особенно когда заходишь спустя время, а у тебя уже есть запас валют. Можно прям взять косметику или какую-нибудь мелочь просто для себя. И в итоге получается очень удобный баланс. Вроде и не платишь постоянно, но при этом играешь не совсем урезанную версию. Для таких вот возвращений время от времени вообще прям идеальный вариант. И вот когда ты оглядываешься вот за весь этот опыт, становится понятно, в чем главная проблема Star Wars Old Republic. Это игра, которая действительно умеет раскрывать историю, создавать атмосферу, давать ощущение, что ты часть этой прекрасной вселенной. Но ее механика не всегда это поддерживает. Они как будто живут по своим правилам, отдельно от сюжета. И из-за этого остается не столько разочарования, сколько странное чувство недосказанности, будто перед тобой игра, которая могла стать чем-то большим, где история и геймплей усиливают друг друга. Но вместо этого они идут, рядом. Иногда пересекаются, иногда даже работают вместе, но так и не становятся единым целым. Почему вообще Star Wars The Old Republic отдали другой студии? Неужели игра умерла? Или ее просто слили на 2026 год? Спойлер, все куда прозаичнее и в то же время показательно. Начнем с официальной версии. В 2023 году Electronic Arts объявила, что разработки игры уходят от BioWare к Broadsword Online Games. При этом издатель остается тот же EA. Главная причина: BioWare хочет сосредоточиться на своих ключевых проектах, а именно новая часть Mass Effect и Dragon Age. Звучит логично, и это действительно так. Но давайте копнем чуть глубже. Что это значит на самом деле? BioWare — студия, которая всегда была про сюжетное одиночное RPG. ММО для них это, скажем так, не родная стихия. И вот тут ключевой момент. Свитер — это живой сервис, который требует постоянной поддержки, обновлений и работы с комьюнити. А BioWare последние годы явно тянет в сторону больше одиночных проектов, и получается такой маленький конфликтик. По сути, студия в долгие годы тянула проект, который уже не был ее приоритетом. Некоторые аналитики и журналисты прямо говорят: игра просто не вписывается в текущую стратегию BioWare. И тут появляется Broadsword Online Games. Это не случайные ребята, они специализируются именно на поддержке старых ММО, таких как Ultima Online и Dark Age of Camelot. То есть их профиль не создавать хайповые новинки, а поддерживать жизнь долгоиграющих проектов. Переведем это на простой язык. BioWare — мы делаем блокбастеры. Broadsword — мы умеем держать ММО на плаву годами. А теперь, честно, без розовых очков, вот так по фактикам. Официально тебе скажут: мы хотим дать игре лучшее будущее, но по факту это выглядит так. Проекту уже более 10 лет. Оно не приносит таких денег, как раньше. Держать под него большую студию невыгодно. И что делает издатель? Передает игру более компактной команде, которая сможет поддерживать ее дешевле и эффективнее. Это не слив, но это не развитие уровня «мы сейчас сделаем SWTOR 2.0». Это смена режима существования игры. Истина где-то посередине. Это не означает, что игра умерла, но это и не знак, что ее ждет второе дыхание уровня AAA. Это значит вот что: Свитер перешел из фазы большого проекта в фазу долгой поддержки. Я, честно говоря, с Звездными войнами уже очень давно, еще с тех времен, когда второй эпизод крутился у меня на старом видике, и это казалось чем-то невероятным. С тех пор я видел все, и как вселенная росла, и как постепенно начала терять форму. И сейчас, по моим ощущениям, у нее не самый лучший период. Да, выходят новые сериалы, что-то пытаются делать, но вот того самого ощущения, которое было раньше, его не всегда хватает. И знаете, где оно осталось? В играх, особенно в Star Wars The Old Republic.
Для меня это не просто игра, это место, где все еще живет тот самый дух Звездных войн, где история цепляет, где персонажи запоминаются и где ты реально чувствуешь себя частью этой вселенной. И если вдруг вы не знакомы с этой игрой, давайте это исправим. Поддержите ролик лайком, напишите комментарий и давайте пройдем этот путь вместе. Я искренне благодарю вас за поддержку, за то, что вы проходите игру вместе со мной. Ваши комментарии — это реально бальзам на душу. Они мотивируют делать больше, стараться сильнее и не бросать это дело. Еще раз прошу вас подписаться, ставить свое мнение и лайк не забудьте. И помните, что писю надо мыть и бабу ситхой не заводить. Удачи вам и увидимся еще.